за малостью великого и величия малого. Я вновь вас приветствую, дорогие друзья. Вы на канале Хидрогенума и на ваших экранах Long Dark. Я уже и не помню, какая серия, но это второе прохождение. На улице погода, в принципе, хорошая. Записываю это видео утром, так что всех, кто это посмотрит утром, с утром добрым. Начнем, пожалуй. Собственно, всем приятного чаепития, кто сейчас пьет чай. Черный с чем там получается у нас? С небольшой такой долей травяных растворов, можно так сказать. В общем, надо экономить черный чай, поэтому делаем так, как делаем. У нас, я тут смотрю, два с вами кролика целых. Ну, один не целый, другой целый. Их бы надо уже сейчас расконопатить как-нибудь. Ага. А что я, собственно, думаю? Давайте конопатить. У нас тут 1,5 часа будет гореть это все. Ящичек. Ломаю руками. Молодец. И я вот все борюсь с настройками. Мне нужно, чтобы чуть-чуть было громче. Вот давайте на 60-ку поставим. И вот это на 60-очку. Посмотрим, как это звучать будет. Ну вот. Звучит даже лучше слегка. Так, баночку пустую, пускай она здесь стоит, а то не цивильно как-то выглядит. И пуховичок пускай здесь. Но он мне сейчас понадобится. Понадобится. Так. 54 минуты. И надо уже книжки начинать читать так-то. Ты у нас готовься. А нам нужно с вами разделать кролика. Вот этого. Во. Бедный кролик. 1,5 килограмма мяса. Но это слишком долго. Если у меня, например, за 22 минуты топором поработать, то это даже очень хорошо выйдет. Заметили? Шкуру. Ну да, шкуру правильно. Мясо-то это дело не хитрое вынуть из кролика. А вот шкуру похитрее надо быть, чтобы это все как-то провернуть, так особенно топором. Так, товарищи. Ух ты. Так, и нам надо шкурку его будет сейчас снять. Здесь у нас ничего. А здесь надо будет все это поснимать. Ну, когда закипит вода и снежок потает. Так, газету мы возьмем, определенно. Что у нас еще с вами есть? Вот тебя мы соберем, так как ткань в наше время весьма важная составляющая нашего проживания. А без нее мы как не родные. Так, туфельки мы тебя тоже соберем. Ой! Сейчас бы собрал бы, ага, час целый. Закидывай. Так, погодите. 51 минута до закипания, да? Поломаем с тобой древесиночки. Поедим, похряпаем крольчатинки. Вот, сразу лучше как-то стало. Похоже, придется что-то бросить. Да погоди, Астрид. Не волнуйся. Сейчас мы выпьем. И давай 2 литра здесь оставим как запас. Это будет нам в дорогу. Собственно, вот. Теперь что? Чай. Наконец-то. Травяной, я замечу.
На готовности 10 минут? Ну да, запросто. Ну, товарищи, за ваше здоровье. Тепло сразу на душе стало. Ну да, от горячего чая. Нутро-то разогревается. Так. И все равно мы еще одеты, как я не знаю кто. Значит, час 7 минут тебе гореть, да? Есть ли у нас что-нибудь на перетерку? Есть. Причем целых 2 штуки на 30 минут. Давай. Сейчас 2 чашки заварим по максимальному. Тебе сюда. Тебе сюда. Шиповник издавна используется как противовоспалительное средство, а чай из него является природным, эффективным, болеутоляющим. Это замечательно. А еще его можно просто пить. Такое ощущение, что я здесь 2 борща варю. 2 порции. О, какая замечательная сейчас будет фотография. Я даже уже представляю, как я тут оформлю это все. Сверху Long Dark, а снизу серия номер. А что? Прикольно. Это мы все. Ой, блин, зачем? Ай, ладно. Опа. Нет, все же я правильно сделал. Так, собираем. Блин, а чем собрать таким? Давай топором. Будем экономить время. Все, наша печка потушилась. Кирдык, так сказать. Я вот слышу, на улице вообще какая-то жуть происходит. Ветер. Похоже, что ветер действительно. Текс. Тебя мы сюда бросаем. И все, пускай сушится все это. Где я? Ну да, там ветер. А хорошо разработчики сделали. Теперь хотя бы слышно получше, что там происходит. Вот, час 15 минут на то, чтобы туфли собрать. Это же где такое видано? И мы уже почти целый день, кстати, пробыли вот здесь. В нашей турбазе. Интересно. Что сейчас нам нужнее всего сшить? Нужнее всего нам сейчас будет... Ну, вот эту куртку. Наверное. Молодец, сшила. И все, и больше у нас нечем шить, да? Кожа у нас есть, а вот ткани нема. Вот здесь у нас есть тканька. Молодец. Целимся сразу на кровать, а то еще в потемках будем искать тут все это. Последние лучи солнца заходят за горизонт. Успеем ли починить? Я думаю, успеем. Конечно, успели. Ой, сразу метель началась. Ну да. Так. Чего бы хряпнуть? Давай сразу вот так. Чего такого бы еще Ой, заплесневелая шоколадная плитка. Надо избавляться от нее. Только не пищевое отравление. Фух. Так, злаковый батончик, это мы тебя оставим, потому что ты нам еще пригодишься. Ну и вот так, собственно. И все, спим до следующего утра. Сколько там нужно? Часов, наверное, 8. У этой игры очень такой медитативный геймплей. Такая туда-сюда.
Полностью отдохнули, а ночь еще не закончилась. Интересно. Интересно. Чтобы такого пивнуть. Ну, нормально. Где-то здесь у нас была бутылочка воды. Во-во-во. Возьмем себе. И котелок надо взять еще один. Так, ну ничего не видно. В этом-то и суть. Хотя куда мне идти? Я же должен еще тут-то полежать немного. Блин, в этой темноте вообще ни черта не видно. Вот наше окно с печкой, а вот кровать. Тогда лежим 2 часика. Что нам еще делать? Пережидаем ночь. А теперь спим 2 часика, ночь пережидая. Так, ну уже хотя бы лучше, уже хотя бы мы видим, куда идти. Только еще переждать надо этот час ночи. О! Рассвело. Такс. Берем следующее. Значит, у нас здесь... Вот он, корм для собак. Самую такую подгнившую надо съедать. И НЗ оставлять самый свежачок. Съела, да? Правда, оно немного мало прибавляет всей этой канители. Но все же. Здесь мы оставим с вами... Книг у меня, конечно, много. Но спальный мешок мы вот здесь с вами оставим. Ну-ка. Хрен, да? Где-то тут еще топор был. Ой. Вот, пускай так будет. Все, почапали. Сшить мы из тряпок ничего больше не можем, как обмотки и прочее. Собственно, обмотки на голову и обмотки на руки. 95%. А где у нас обмотки на руки? А, ладно. Револьверчик у нас с собой. Сколько у него там состояние? 61. Давай почистим. Он должен нам служить верой и правдой. И надо уже направляться, знаете, куда? В каком направлении? Да в направлении, собственно... А ведь действительно, в каком направлении? В направлении Гэс Картер. По сути. Там мы быстренько бегло осматриваем все. И идем на Отрадную долину. Я этих путей легких не ищу. После Отрадной долины надо будет идти к прибрежной шоссе, а дальше на зону запустения. Вот такой примерно у нас с вами план. Стартуем. Угу, снегопад. Но это в разы лучше, нежели чем что-то другое. Так. Прощай, наша база. Ты нам служила верой и правдой. Очень долго. И будешь еще служить. Значит, погода очень такая нелетная. Можно сказать, вообще плохая видимость из-за этого снегопада. Но я думаю, справимся. В любом случае, каменюку-то мы одну возьмем. И нам вон к тем вагончикам. Да, когда на тебе надет какая-то
куртка-бедлярка. И из единственной нормальной одежды здесь у тебя бандана пирата и эти унты. Быстро замерзнешь. Ну, хотя бы ноги в тепле. Какую-нибудь болячку мы подцепить не сможем. Ведь, по сути своей, все тепло исходит именно от ног. Там еще на стопах какие-то есть точки. Если их будешь массировать, там что-то органы массируются. Ой, но это уже из области какой-то эзотерики. Просто держите ноги в тепле. Мне так кажется, сейчас начнется метель. Я правильно понимаю? Что-то слишком начинает нагоняться воздух. Да. Такое ощущение, что метель началась. Кошмар. Ой, кошмар. Ну да, метель. Ура. Поздравляю. Поздравляю вас, товарищи. Зато нам подогнали 2 факела. Офигенно. Офигенно. Заперись ты. Ой, кошмар. Мужчина, как ты тут вообще умудрился замерзнуть? А, ну, в принципе. Да, да. Ладно, идем, собственно, по рельсам. Может быть, мы успеем дойти быстрее, чем мы замерзнем к чертовой маме. Олень замерз. Все, побежали. Это вообще в натуре. Я один раз в метели побывал. Правда, это городская метель была, но все равно неприятно. Но неприятнее, чем метель, может быть только, ё-моё, ясная погода в минус 30. О, это вообще кошмар. Тут недавно было дня 4 подряд. Минус 30, минус 35. Это кошмар полнейший был. Нам нужно до автоматрисы добежать. Дальше уже придется разводить костерок. О, я даже знаю фотографию, какую можно сделать, смотрите. Что-то такое подобное было в Тихиро, только там как-то рельсы были под водой. Такой, знаете, полуметровый слой воды шел бесконечный. И по ним рельсы проложены. Это, конечно, футуристичный вид выглядел. Вот она, наша спасительная автоматриска. Что у тебя здесь есть? Вообще ничего? Нет, патроны есть для револьвера. Но мне чем-нибудь согреться таким? А такого, чтобы согреться, нет ничего. Ой-ой-ой. Давайте ищем, где здесь можно укрыться от холода. Ну вот что мне лучше разжечь? Книгу? Книгу. Ладно, жги огонь. Может, даже успеем согреться к этому моменту. Очень бы не хотелось бы замерзнуть как-то. Ну, вы сами понимаете. Давай, 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 моя дорогая. Ну вот. Слушайте, если так дальше и пойдет, то нам придется сжечь вообще и книги. Это очень плохо. Где бы мне тут примоститься? А примоститься я могу только вот здесь, да? Так. Внимательно. Чем мне не хватает для жизни хорошей? Поесть? Теперь глянем. У нас еще есть одна штука. Отлично. 56 минут и 9 градусов всего лишь дает. Это очень плохо. Я не смогу здесь поспать.
Ой, кошмар. Вот как я так умудряюсь вообще в такие передряги засовываться? Давайте пол-литрика натопим. А, мы еще и не отогреваемся. Ёкарная дивизия. Какой кошмар. Что делать-то? Что делать-то? Блин. Блин. Восемь минут костру гореть. Идти же пассатижи. Ну, я и умею, конечно, заходить. Ё-моё. Пол-литра не питьевой воды. А у нас есть чем его очистить? Нет, у нас нечем его очистить. Но мы пока его с собой возьмем на всякий случай. Спасибо, костер, что хоть я смог отогреться ненадолго. Ну, почапали. А чем мы почапаем? Сейчас надо револьвер убрать, все равно пока что никого нет. Никто же, как главная героиня, нет под предводительством главного дурака всей России, то есть меня, не пойдет в метель вот так. Животные-то они умные. Грузовая железнодорожная платформа. Это мы помним. Тут еще недалеко идти, и в принципе мы уже к Гэс-Картеру подойдем. Так что пока что... Метель заканчивается. Да хрен она закончится. Это просто настихло слегка. Хотя... Да, в натуре она заканчивается. Наверное. По крайней мере, стихает. И видимость становится выше. Ну, значит, мы, скорее всего, либо ее пережили. Нет, но все равно метет. Ну и звуки, конечно. Так, давай. Что у нас в машине есть? Ни хрена. Нам сюда греться. Так. Ой-ой-ой, все трясется. О, баночка сардин. Слушайте, в этих прицелах, в этих прицепчиках можно что-нибудь даже и найти съестного. Ящик. О, бей ящик. Сейчас даже согреемся, кстати говоря. Молодцом. Здесь ни черта. И здесь ни черта, да? И все равно трясет. Опа-на. Топливо для фонаря. Ладно, выходим. Не, все равно метель метет. Но уже меньше. Это приятно. Значит, она заканчивается действительно. Походу. Походу заканчивается метель. И вроде как разработчики исправили... что не исправили? Звук метели... О, подарок. Спасибо. Спасибо игре за такой подгон. Это я все обыскал, да? Теперь аптечечку. Угу, спасибо. Часочек ложимся, дрыхнем, чтобы немного прийти в чувство. Угу. Смотрим. Нет, все-таки метель есть. Только она почему-то беззвучная. Ну ё-моё, ну разработчики. Ну как без метели-то? Ну исправьте там, подправьте что-нибудь. Вы же можете. Неполадки. Вроде метет,
Собственно, я уже об этом говорил в первую серию. Вот здесь-то метет все исправно, когда заходишь. Все трясется, пердит, пыхтит. А толку нет. О, джекпот. Крутите барабан. Пусто. Пусто. Но это я буду уже в следующей серии обыскивать, хорошо. Ой, еще и крыша подтекает. А мы вот здесь ляжем, чтобы крыша не подтекала. Ну, товарищи, все, спим. На этом я буду заканчивать. Четвертак минут прошел. В принципе, вот такие серии, я думаю, нормально будут заходить. Все. В общем, пишите что-нибудь. Там подписывайтесь, ставьте положительные отметки. С вами был Хидрогенум. Всем спасибо, кто смотрит. И всех до новых встреч.